Итак, всем доброго утра. Друзья мои, этот ритуал, он очень сильный. Особенно слова здесь, которые произносятся, они как программируют человека на победу. И ритуал этот основан на таком направлении древних религий, древних поверий, как тотемизм. Тотем – это животное, любое животное, зверь, млекопитающие, рептилии, любое живое существо, которое являлось покровителем рода. Когда колдуны проводят ритуалы с черепами животных, с лапками животных, с клыками и так далее, это относится к тотемизму. Но еще это относится и к некромагии, которая, в принципе, простым людям не рекомендуется. Но я немного объясню. Дело в том, что вы соединяетесь, подключаетесь, если уж так грубо говоря, к энергии именно этих существ. То есть, обращаясь к силам львов, вы поворачиваете в свою сторону вот эту львиную энергию, львиный эгрегор, который существует во Вселенной. К силам змей вы поворачиваете к себе змеиную энергию, змеиный эгрегор. И у каждого из них есть свои тонкости. Как-нибудь я более подробно об этом сниму и скажу, хотя я очень много рассказывала и говорила. Силой льва очень много связано ритуалов африканского шаманизма. Вообще древние цари носили на себе львиную шкуру, львиную гриву. Александр Македонский, Митридат Евпатор, многие римские цезари, многие римские прокураторы, либо предводители римских легионов. Они носили на себе шкуры медведя, льва. Это все не просто так. Это соединение, это подключение к энергии этих животных. Символом каждой страны, символом народов являются звери. На гербах они изображены: львы, орлы, рысь, гепарды, различные там, скажем так, живые существа. Это все идет со времен тотемизма, когда поклонялись определенному животному, считая его покровителем рода, племени, народа. Но хочу вам сказать, что поклонение не именно этому животному, живому существу, а к эгрегору, к этой силе. То есть каждый народ себя приравнивал к символу своей нации. Поклонение этому животному означало, что они видят в себе черты этого животного, то есть живого существа. Льва, тигра, орла, змеи, может быть, мудрость. На гербе России изображены два орла. Сила и воля обозначают. Это древневизантийский символ. До Византии это был римский символ. До Рима это был вавилонский символ. На гербе Армении изображены орел и лев. На моем родовом гербе изображен лев, потому что мы корнями происходим из древней Парфии. Мои родственники, родичи, далекие предки, они были, скажем так, родственники аршакидов, парфянских царей, которые царствовали в Армении довольно долгое время.
И вот на гербе у нас был изображен лев, коронованный лев. К силу льва я обращаюсь часто и несколько ритуалов вам дарила. В данный момент я хочу вам подарить ритуал «Царь саванны». Лев царствует лежа на боку. Его рев, его рык, он распространяется за километры. И люди, которые бывали в Африке, они говорят, что такое жуткое чувство, как будто лев буквально рядом. А он может быть за несколько километров от тебя. Но его вот этот гортанный рык, он просто отрезает пространство и доходит до человека за много километров. Он таким образом дает понять всем своим соперникам, что он силен, молод, и что прайд принадлежит ему, и эти территории тоже его. Львы могут определить по рыку, сколько лет хозяину прайда. Молод он или стар, можно ли захватить прайд или нет. Львы – удивительные звери, и львы – это тотемы моего рода. И с малых лет мне снились львы. Вообще, людям, которым снятся львы постоянно, то ли свирепые, то ли спокойные, но в любом случае часто снятся львы. Это те люди, которые добиваются успеха, но в зрелом возрасте, то есть после 30 лет, где-то так, не в молодости. Потому что лев – это уверенная победа, захват прайда уже в среднем возрасте. А в молодости они как бы изгои, их изгоняют из прайдов, они начинают подниматься сами, они начинают выживать в этом мире, потом приходят и забирают свое. Вот символично, все символично. Какой тотем у твоего рода, такая твоя жизнь. И твоя жизнь похожа на это тотемное животное, на пройденную им дорогу. Есть несколько определений, как определить тотемные животные. Во-первых, сны. Во-вторых, как правило, тотемные животные пугают вас во сне. То ли гоняется за тобой бык постоянно во снах, да, или лев на тебя нападает, или тигр. Любое животное, которое вас во снах, как правило, пугает, это и есть тотемное животное твоего рода. Второй момент. Иногда наши повадки похожи на это тотемное животное. Люди нам говорят: знаешь, ты вот прям бьешься, как львица. Или ты такая хитрая, как змея. Они вас сравнивают, ваши повадки. Не настолько ваш внешний облик, как повадки сравнивают со львом. Есть люди, у которых бесконечные шрамы на лице, боевые шрамы. И кто-то может сказать: слушай, ты вся такая в шрамах, как, знаешь, как пантера, которая все время дерется, все время, скажем так, воюет за свое место под солнцем. Это, конечно, один раз это не говорит ни о чем, но если постоянно вам это говорят, сравнивают с этим животным, если вам снится этот зверь, это ваше тотемное животное. Повадки человека похожи на тотемное животное. Его образ жизни, его или надменность, или подчиненность могут говорить о тотемной принадлежности. Ну, как бы там ни было. В любом случае, я думаю, что эта информация вам тоже интересно знать. Лев. Этот ритуал вы можете начитывать как для себя, так и для своих близких, если считаете, что они находятся в опасности, им нужна победа. Эта победа может быть одержана и на поле битвы, эта победа может быть одержана и, скажем так, на работе, в делах. В последнее время я начала много вам давать и дарить ритуалы, которые вы можете для своих близких проводить, поскольку у нас время настало такое страшное,
начиная от войн и до терактов, что я решила помочь людям таким вот образом. Говорят, что лев задает вопрос всем, предвещая своим криком свое присутствие. И говорит он: «У-у-у!» То есть, кто хозяин земли? И сам себе отвечает: I am. Это я. Англичане так говорят, что лев говорит, спрашивает: кто хозяин земли? Это я. Был такой замечательный фильм «Прогулки со львами». И оно основано на реальных событиях, реальной жизни человека, который до старости помогал, ухаживал за львами и отпускал их в дикую природу, чтобы их стало больше. Ему всячески мешали, в итоге он погиб, его убили. Но вот в этом фильме очень много мудрости о львах. Я вам рекомендую посмотреть этот фильм, если хотите понять многое именно о повадках львов и почему ко львам и к силе льва обращались, когда нужна была победа. Во-первых, потому что лев главенствующий, он главный в цепочке, то есть пищевой цепи. На льва охотится только человек, более никто. Но не каждый человек рискнет охотиться на него, и не каждый сможет. То, что вы видите, эту охоту на львов, это накачанные снотворными львы, которых выпускают из частных парков, и они, бедные, даже не понимают, куда идти, что с ними происходит. Они в растерянности и стреляют в них, эти богатые уроды, думая, что они вот завалили льва, они охотники на львов. Нет, это совершенно не так. Лев очень хитрый зверь, и многие африканские племена, скажем так, веками передавали определенные навыки охоты на львов. Это не просто и нелегко на дикого льва идти. Так что лев главный в саванне, он царь. Именно поэтому к его силе, львиной силе, мы обращаемся. И мы будем обращаться, напоминая вам его рык, поскольку это дает силу заклинанию. Итак, берете фотографию близкого человека и начитывайте на эту фотографию 10 раз. А если вам нужна победа, читайте для себя. Здесь просто красивый алтарь, но он не имеет, скажем так, никакого отношения к заговору, поскольку это заговор, и для этого алтари не нужны. Вы этот заговор можете читать, сидя, стоя, в машине, где угодно, перед тем, как идти на важную работу, важное задание. Или если вы боитесь ночью идти, начитать. Или если у вас опасная профессия, или если у вас война, или если ваши близкие находятся в зоне риска. Одним словом, я надеюсь, вы поняли, как это читать. Итак, начнем.
Охладела кровь? То-то же. Начнем. Я лев из львиного племени, дочь льва, внучка льва. В жилах моих львиная кровь течет, на голове невидимая корона. Дана мне сила, дана мне власть, никто против меня не пойдет, а если пойдет, то погибель свою найдет. Зарычу я рыком, могучим. Кто хозяин земли? Это я. Кто царь саванны? Это я. Кто победитель? Это я. Один раз рыкну, враги от страха разбегутся. Второй раз рыкну, предо мной ниц упадут. В третий раз рыкну, и победа будет одержана мною. Не иди никто против меня. Я лев, разрывающий своих врагов. Я лев, а остальные жалкие стада. Я царь саванны, я хозяин земли, я главный, я победитель. Заклято. Кстати, к месту «ху» в карабахском наречии тоже означает «кто». Некоторые говорят, что арцахцы научили львов беречь свою землю, а может наоборот. Так вот, сын или дочь льва – это в соответствии с тем, для кого вы читаете и кто там, мужчина или женщина. Я уже объяснила, да, как для других читать, для близких. Так что я надеюсь, что в этом случае вам объяснять не нужно. Слушаем еще раз. Я лев из львиного племени. Я дочь льва. Я внучка льва. В жилах моих львиная кровь течет. На голове невидимая корона. Дана мне сила, дана мне власть. Никто против меня не пойдет. А если пойдет, то погибель свою найдет. Зарычу я рыком могучим. Кто хозяин земли? Это я. Кто царь саванны? Это я. Кто победитель? Это я. Один раз рыкну, враги от страха разбегутся. Второй раз рыкну, предо мною ниц упадут. В третий раз рыкну, и победа будет одержана мною. Не иди никто против меня. Я лев, разрывающий своих врагов. Я лев, а остальные жалкие стада. Я царь саванны, я хозяин земли. Я главный, я победитель. Заклято. Это запрограммирование своего подсознания на победу, нацелены на победу. И вы, читая это для себя или для близких людей, заранее отнимаете силу у врагов, потому что слово могучее, слово существует, и слово имеет огромную силу, чтобы вы знали. Заговоры есть различного типа, различных вариантов, основаны на различных направлениях магии. Они все работают именно потому, что тот, кто создает их, знает истоки.
Я лев из львиного племени, дочь льва, внучка льва. В жилах моих львиная кровь течет. На голове невидимая корона. Дана мне сила, дана мне власть. Никто против меня не пойдет. А если пойдет, то погибель свою найдет. Зарычу я рыком могучим. Кто хозяин земли? Это я. Кто царь саванны? Это я. Кто победитель? Это я. Один раз рыкну, враги от страха разбегутся. Второй раз рыкну, предо мной ниц упадут. В третий раз рыкну, и победа будет одержана мною. Не иди никто против меня. Я лев, разрывающий своих врагов. Я лев, а остальные жалкие стада. Я царь саванны. Я хозяин земли. Я главный. Я победитель. Заклято.